О том, как я чуть было не поверил, как украинские СМИ чуть было меня не обманули. Я услышал новость о том, что украинцев в Крыму принуждают отказываться от украинского гражданства. Я считаю это недопустимым. Ну, смотрите сюжет. В Крыму увольняют с работы за паспорт Украины. Крымчан принуждают отказаться от украинского гражданства, прессинг и все такое. Об этом в Facebook написали. Тем временем крымчан принуждают отказываться от украинского гражданства. В соцсетях появились бланки заявлений, которые раздают сотрудникам предприятий. Чем грозит отказ их заполнять, расскажет Юлия Крючкова. В основном под прессинг попадают сотрудники госучреждений. Вот этот бланк выложила в Facebook работник радио-телевизионного передающего центра. Цитирую: «До начала 2016 года должны написать отказ от украинского гражданства. Кто не напишет, с работы уходит». Связаться с автором поста не удалось. Ее аккаунт недоступен, заблокирован или удален. Открыто жаловаться госслужащие опасаются. Ну и вот давайте посмотрим, кто это у нас. Hot Girl Coco. Hot Girl Coco. К сожалению, материалы недоступны. Материалы недоступны, но аккаунт не удален. И ты не могла этого не знать, потому что мы сейчас на него зайдем. Во-первых, меня обманули, что на аккаунт я не могу зайти. Я на него зашел. Ну вот же она, Hot Girl Coco. Или Наташа Краснякова. Ничего интересного у нее на стеночке нет, но мы в свою очередь попробуем поискать ее в других местах. И, о чудо, удача! Давайте поищем, может быть еще что-то связано с этим аккаунтом Facebook. Так, 06.15. Крымчанка рассказала о некоторых особенностях российских туристов. О, так это уже известная нам Hot Girl Coco. Что там еще? О, да вот же еще. ТСН тут вражая. Апрель. Упоминание Украины и города Киева воспринимается руководством школы как клеймо, тавро и позор. И опять Hot Girl Coco. Что, получается, обманули меня? Получается, что вот эта вот девушка уже и раньше про Крым что-то такое писала. Что она постоянно пишет. Да не может быть. Ну, не врут украинские СМИ в таких вещах. Не верю. Тут целая история. Вот вышиванка. Ужас. Мы переедем, возможно, на материковую Украину. Судя по всему, еще не переехали. Ну и в итоге я добрался до твиттера этой горячей девочки. Вот Наташа Краснякова. Hot Girl Coco. А дальше, собственно, если вы хотели узнать о маньяке Путине, об ужасах России и о прелестях Порошенко, вам сюда. Все, что вы хотели узнать. Тут даже Юрий Клуценко засветился у нее. В общем, наш человек. Вот так у нас тут получается рояль в кустах. Получается вот эта вот горячая девочка Коко, неизвестно скольки лет, постоянно об этом сообщала. О таком или о подобном сообщала. О Крыме, об ужасах и там о Евромайдане и все такое. И у меня как-то уже сразу и веры вроде бы как нет. Потому что ну слишком удачный рояль в кустах. Вот так вот, чуть было не поверил украинским СМИ. И связался с Крымом, там мне объяснили, что таких случаев замечено не было. Если заметить, обязательно фиксируйте, потому что это некрасиво, нехорошо, противозаконно, нарушает права человека. А украинские СМИ продолжают делать вбросы. К чему привыкли на протяжении 2 лет.